Проверить на прочность все рекорды в подъеме на бицепс – вот главная цель нашего проекта. Абсолютно все рекорды. Как реальные, как того же Лората, например. Ну, я так делал 75, но только я опускал руку. И на 5 раз я так делал. То есть, а у него как-то он как бы так поднимает, и, как будто он поясницу тренирует. И даже абсолютно фейковые, как у Каслберри. Хотя Брэд сейчас не в тренде, его трон уверенно занял Калли Массел. В своих подъемах он даже переплюнул Брэда. Но в первой серии мы доказали, что если ты умеешь поднимать правильно, тебе по плечу даже выдуманные рекорды. И в назидание всем читерам московский атлет Низами Тагиев повторил рекорд Каслберри с реальными 180 килограммами. Руки не болели на следующий день? Болели, не то слово на самом деле. Не мог кулаки сжать, не мог на турнике повиснуть. Просто предплечье разрывало. Ну и бицепсы тоже болели. Для неподготовленного человека это нереально. Теперь нам остается только ждать, когда герои американского ютуба встанут к стене и покажут свою реальную силу. Возможно, они даже окажутся сильнее, чем наши парни. Мы только за. И поэтому сегодня, во второй серии проекта «Самый сильный бицепс. Фейк или правда», мы расскажем вам, как это поднимать строго. Причем поднимать строго, но очень много. Мы с вами в Красноярске на ежегодном фестивале Siberian Power Show. Красноярская сеть фитнес-клубов «Колизей» уже во второй раз организует здесь турнир по строгому подъему на бицепс. На кону 40 тысяч рублей. Но поаплодируйте Герману, он старался. А вот и один из главных героев этого шоу – победитель первого турнира Константин Коваженко из Томска. Он поднимал вообще очень легко, очень легко. Вообще-то Константин жимовик, но неожиданно выяснилось, что он отлично поднимает на бицепс. Вот и сейчас он уверенно идет к победе. На штанге уже 90 килограммов. Старт. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Отрыв лопаток, к сожалению, для Константина. Не получился первый подход и у Олега Соковича. Даже больше. Этот подход, похоже, стал для него первым и единственным на этом турнире. Отрыв лопаток, и, к сожалению, для Олега его соревнования заканчиваются. Ну, у меня сердце прям вот такое, хлоп, вниз куда-то опустилось, я не знаю. Сразу у меня там паника началась такая внутренняя. Но это мгновение продлилось, потом мне сказали, все нормально, давай дальше. И я успокоился. Ну, достаточно 2 раза ошибиться и все. Дальше у тебя уже шансов нет. На вылет. То есть 2 ошибки, все, до свидания. То, что все обошлось, это хорошо. Но это повод чуть больше узнать о правилах и истории этого соревновательного движения. Прежде всего нужно обратить внимание на линию. Пятки за эту линию заводить нельзя. По правилам линия наносится на расстоянии 30 сантиметров от опоры. Что и как судят в строгом подъеме на бицепс, нам согласился объяснить Дмитрий Головинский, который совсем недавно порадовал всех новым внушительным рекордом. Абсолютный рекорд Украины! 105 килограммов, вес взят! Необходимость того, чтобы касалась голова, не обязательно, но многие спортсмены также добиваются и касания головой. Когда стартовое положение занято, спортсмену дается команда curl, выполняется подъем. Обращаю ваше внимание, что допускается любой захват грифа, какой спортсмен для себя избрал. То есть можно делать как таким хватом, так и хватом за внутренние грани. Вес не засчитывается, если спортсмен допускает отрыв ягодиц или плеч от вертикальной опоры во время выполнения упражнений. Также вес, естественно, не засчитывается, если спортсмен снаряд не поднимает. Ну что же, с правилами все более-менее понятно, а вот с историей этого соревновательного движения все гораздо сложнее. Если смотреть глобально, то все строится вокруг 2 рекордов. Первый – это 102 килограмма от Сити Флетчера, поднятые им в далеком 92 году.
Второй рекорд – это 113 килограммов от Дениса Цыпленкова, зафиксированный им в 2015-м. Говорят, что были еще внушительные 118 килограммов, которые в 2011-м осилил американец Крис Пирисон. Но это было сделано не у стены. И поэтому мы сегодня будем ориентироваться на рекорд именно российского тяжеловеса. А ориентир нам сегодня нужен, потому что наш герой Олег Сокович обещал этот рекорд побить, хотя пока он чуть не вылетел с турнира. Я прислоняюсь, начинаю поднимать, и она слишком легко идет, то есть у меня есть какое-то сопротивление, и просто корпус пододвигается, потому что она слишком легкая. Кстати, недавно Денис Цыпленков сказал, что пробовал перебить свой же рекорд, но так и не смог превысить его даже на килограмм. И вот тут самое время вернуться немножко назад, в начало года. Техника немножечко с этим движением, но для подъема стены она оптимальная, потому что невозможно выдвинуть таз, как в пауэрспорте, например, мы выдвигаем таз, у нас есть какой-то противовес, ты поднимаешь. Здесь никакого противовеса нет, если ты будешь перед собой выводить, а просто либо туда, либо у тебя таз пойдет. Поэтому приходится немножко что-то выдумывать новое. Ну, хотя это не новое, все так делают уже давно, но для меня это новое. Именно тогда, после оливье и шампанского, у Олега в голове зародилась мысль снять рекорд Цыпленкова. Посмотрим, салат помогут мне. И сейчас мы с вами попытаемся понять, как происходит подготовка к таким вот рекордам. А почему быстро поднимаешь? Специально? А чтобы не тратить энергию лишнюю. У меня же не армрестлинг, я статику не использую. Чем быстрее я бросил, тем лучше. У меня чисто динамическое движение. Мне надо сократить бицепс с минимальной тратой энергии и максимально быстро. Пройти мертвую точку. Вот, у меня это так работает. Если бы это был армрестлинг, конечно, мне бы надо было, особенно в этих углах, наверху, грубо говоря, основное напряжение испытывать и уметь терпеть это, да, работать именно в этой амплитуде. А мне просто надо оторвать этот вес и динамически просто максимально быстро его сократить. Сегодня Олег делает проходку, постепенно увеличивая вес штанги. Цель – 100. Чисто на бицепс. Должно получиться. Ну, посмотрим. В общем, на штанге 97 килограммов. Вес внушительный, но для Олега вполне привычный. Сейчас будет вторая попытка. Сейчас сделаем. Не знаю, может, слишком чисто решил сделать, не знаю. Может, плохо собрался. На самом деле мы сейчас сделаем это. Олег уверен, что эта неудача всего лишь плохой настрой и даже увеличивает вес снаряда. 97 не зашло. Нашего героя это не остановило. И теперь на штанге 100, и он обещает, что 100 он точно поднимет. Чего-чего, а уверенности в своих силах нашему герою не занимать. Ну что же, посмотрим. Блять. Вот так вот повесил, с одной стороны, на 5 килограмм меньше. Поднимаю, не могу понять, что такое. Видимо, сегодня все-таки не его день. Второй подход и опять неудача. Но 92 тоже хороший результат, и, возможно, сегодня будет правильнее закончить тренировку на этом весе. Но нет, Олег идет на новый штурм неприступной сотни. Не знаю, насколько это было чисто, потому что это было... Я старался. Вот так вот. Иногда бывает, я же говорю, еще раз повторяю, иногда бывает не заходит. Надо это перетерпеть, перебороть себе, и все будет хорошо. Теперь остается только надеяться, что такое же чудо у него получится сотворить и на красноярском турнире. На штанге уже 95 килограммов, и на сцену выходит Астарак Максим из Новосибирска.
Начинал силовой экстрем, дзюдо, армлифтинг, масс-рестлинг. Также в городе Новосибирске я являюсь президентом Федерации по армрестлингу и армлифтингу. Я люблю покачать бицепс. Как мы видим, не только любит, но и умеет. 95 взлетают, как пушинка. Четенько, стабильно. Вперед этот вес. Уверен. Это удивительно, но Олег Сокович, атлет, который привык выигрывать на всех турнирах, в которых принимает участие, сегодня находится в роли догоняющего. 82 килограмма, я легкий парень, вот, и мне надо конкурировать с самыми тяжами. Это очень большой вес у ребят, и, конечно, им поднять больше, в принципе, проще. Попытку покорить этот вес предпринимает еще один атлет – Умнов Роман из Владивостока. А ведь к 95 не всегда подбирается даже на чемпионатах мира. А здесь этот внушительный вес покорился уже второму атлету. Как я и говорил, сложно представить, что Роман не поднимает штангу. Теперь и слово за Олегом. Но напомним, что пока его лучшим соревновательным результатом были 82 килограмма. Настраивается, молится, медитирует, что он только не делает. Вспоминает лучшие моменты из своей жизни. И он делает это! Да! Это невероятно, но Олег все еще в деле. И гонка за победой продолжается. Итак, на штанге 97 килограммов, и первым к снаряду подходит Астерак Максим. Но нет, не сегодня. Теперь слово за Олегом. С одной стороны, он уже сделал невозможное, превысив свой лучший результат на 13 килограммов. Но сегодня даже эти цифры не гарантируют победы. Да, мы хотели чуда, но нет. Олег и Максим заканчивают турнир с результатом в 95 кг. И вот он, настал момент истины. К штанге подходит Умнов Роман. У нас бицепс получается подсобкой. Занимаюсь силовым экстремом уже, грубо говоря, профессионально. Являюсь КМС по логлифту. Выступал неоднократно на Дальнем Востоке. Занимал призовые места. Вхожу в топ-5 сильнейших людей Дальнего Востока по силовому экстрему. Роман тяжелее Олега, и ему вполне по силам справиться с этим весом и стать победителем Siberian Power Show. Давай, жестко! Умнов Роман, собственный вес 101 килограмм. Старт! Давай! А он мог поднять 97. Ну вот, видимо, сказалось то, что очень много подходов было. То есть мы шли от 90 килограмм, все шли с шагом в 2,5 килограмма. 90, 92, 95, 97. То есть он начал поднимать, он почти ее вытащил, у него закрутил руку, и все. И вот это было как бы ошибочкой. Вот возможно, если бы этот парень заказал 90, потом 97 сразу, он справился бы с весом. Скорее всего, так и было бы. Возможно, так бы оно и было. Как были неплохие шансы на победу и у Константина Коваженко. У него был огромный запас по силе. Видно, что он готовился. Я думаю, он единственный мог справиться с 97 килограммами, может быть, даже выйти за 100 килограмм. Но это все теория, а на практике победителем турнира стал самый легкий из финалистов – 82-килограммовый Олег Сокович. Хотя здесь стоит признать, что столь высокие результаты во многом стали следствием именно этой безумной конкуренции. Сегодня была прям жесткая заруба. Я думаю, если бы не заруба и такие сильные соперники, то, конечно, я бы не поднял такой вес. Поэтому благодаря соперникам, гостям пауэр-шоу такой результат у меня впервые. Ну а где же тот суперрекорд, который вы обещали проверить на прочность в начале программы? Спросит внимательный зритель. Да он же перед вашими глазами, ответим мы. Хотя сами тоже не сразу его разглядели. Уже после соревнований у меня промелькнуло 95, у меня вес 82. Я думаю, блин, а надо посчитать. И я взял калькулятор, посчитал, и действительно оказалось, что по Глосс-Бреннеру я обхожу Цыпленкова. Вот, а потом я посчитал и по Вилксу тоже обошел. То есть по Вилксу у меня получается 1/10 больше, а по Глосс-Бреннеру там на 1 единицу. А ведь и вправду, прибавив в весе, Олег смог сделать то, о чем мечтал – снять по коэффициенту рекорд Цыпленкова.
Но более подробно об этой арифметике мы расскажем вам в следующих сериях, где, как вы помните, нас ждет еще рекорд Лората, который многие и рекордом-то не считают. Я помню, когда он там что-то с одним телом передвигался, да? Он держал угол, ну и просто телом ходил там на видео, 80 килограмм он там навешал. Хотя сам канадец утверждает, что не видел никого, кто в такой же технике мог поднять больший вес. А можно я могу 80 взять и его просто поднимать, как я делаю? Вот на этой интригующей ноте мы и заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!